25 лет назад у Ирины Неженцевой родилась дочь Екатерина, и когда она ее впервые увидела, то была шокирована. Девочка появилась на свет с редким генетическим заболеванием прогерией, от которой лекарств, к сожалению, не существует. В недоумении находились и врачи, поскольку беременность была легкой, все анализы и УЗИ показывали, что малышка полностью здорова и развивается согласно нормам. При таком заболевании лицо очень быстро стареет, и человек выглядит намного старше своего возраста. В некоторых случаях вместе с лицом стареют и внутренние органы и тело. Как правило, дети с таким диагнозом не доживают до совершеннолетия. Однако Екатерина стала исключением. У нее облегченная форма болезни, то есть старело только лицо, а тело и внутренние органы соответствовали ее биологическому возрасту. Ирина Неженцева растила и воспитывала дочь одна, и ей неоднократно предлагали отдать ребенка в детский дом, но женщина даже мыслей таких не допускала. В школе сверстники не воспринимали Катю, постоянно смеялись и тыкали пальцем. Ей постоянно задавали некорректные вопросы и унижали. Дети не понимали, почему их ровесница выглядит так старо. Сначала девочка очень болезненно воспринимала такое отношение к себе, все время плакала и обижалась, а потом все-таки смогла принять себя и свою внешность. В 2011 году девушка попала на передачу к Андрею Малахову, где они узнали многие. Хирурги предложили Екатерине сделать пластическую операцию, и она согласилась. До операции у девушки не складывались отношения с противоположным полом, но позже внешние изменения помогли ей найти контакт с мужчинами. Екатерина вышла замуж и родила двоих сыновей. К сожалению, младший сын унаследовал мамину болезнь. В будущем пара хочет еще несколько детей. Сейчас девушка с лицом бабушки больше не общается с журналистами, закрыла личные странички в соцсетях. Больше из личной жизни шоу она делать не хочет. Девушка больше не переживает за свою внешность и считает, что нужно радоваться тому, что у нее есть. Екатерина очень интересная, всесторонне развитая личность. По ее мнению, внутренняя красота гораздо важнее внешней. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.